Как Наполеон поднял Францию с колен. Мы знаем великого императора Франции как блестящего полководца, возможного лучшего во всей истории человечества. Но куда меньше о том грандиозном социальном прогрессе, который состоялся при его правлении. А ведь это фундамент, который и позволил ему стать любимцем народа, собирающим огромные армии из на самом деле преданных ему лично солдат. На троне Франции новый правитель Наполеон получил чудовищное положение в стране. Экономика рухнула, инфляция галопирующая, управление сплошь из воров и льстецов. Уровень жизни населения был чрезвычайно низким. Народ требовал, по крайней мере, хлеба, неважно какими методами. Революция, террор, постоянные смены властей настолько истощили страну, что она больше напоминала кладбище. Именно по этой причине Наполеон в России отказался отменять крепостное право, хотя это было логичным шагом. «Я хочу победить Россию, а не править еще одной Жакирией», сказал император, вспоминая тяжелые годы своей юности на обломках королевской Франции, где царили насилие и грабеж. Что же сделал Наполеон, что Франция расцвела и набрала силы для войны со всем миром за считанные годы? Реформы Наполеона. Наполеон в первую очередь создал великолепный налоговый аппарат. Он не позволял утаивать средства от государства, но и не душил экономику чрезмерными поборами. Предложение ввести бумажные деньги, как поступили многие страны тогда, он отверг, опасаясь еще большей инфляции из-за дешевых денег. Это позволило экономике быть привязанной к твердой валюте. Он объявил приватизацию, которая прошла до него, законной. Да, это обогатило разного рода мошенников и воротил, но обеспечила стабильность и собственность в руках понятного круга лиц, заинтересованные в ее развитии, а не попытках отобрать ее у кого-то еще. Наполеон раздавил преступность, которая стала бичом Франции на руинах революции, когда в бандиты шли все желающие. Он поставил бывшего рецидивиста Видока главой уголовной полиции, и тот создал службу Сюрте, которая просуществует 200 лет, а он лично изловит почти 1000 опасных преступников. Стране разбойников и борделей, какой была Франция, пришел конец. Был принят знаменитый кодекс Наполеона, свод твердых законов, которые не имели двойных трактовок. Этот документ станет основой конституции большинства стран Европы. Настолько он был совершенен. Он убрал сословные барьеры и запустил социальные лифты. Это величайший шаг. Если ранее руководить могли лишь дворяне, то теперь все талантливые люди получили право на карьеру. При монархии это было немыслимо. Сам Наполеон при ней был бы лет в 30 убит на поле боя, как мелкий артиллерист, по глупому приказу родовитого командующего, ведь его происхождение из самых низов глубокой французской провинции не оставляло других шансов в жизни. Жить в нищете, воевать и умереть в играх дворянских чванливых болванов. Большинство его генералов будут выходцами из народа. Например, гроза красивых женщин и пехотинцев врага Мюрат, сын простого трактирщика. Он провел военную и земельную реформы, которые позволили более выгодно управлять хозяйствованием, а также набирать армии чаще, без ущерба экономике страны. Теперь очевидно, какая паника охватила монархов Европы, когда они видели очевидные успехи Франции и ее лидера. Они прекрасно понимали, что этот опыт могут воспринять и другие народы континента, особенно те, где монархи были крайне властны – Австрия, Россия и Англия. Именно они и начнут войну с Наполеоном, чтобы убрать угрозу со своего горизонта. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.